Доброго ранку и слава Украине. Итак, где у нас случилось? Начнем вот с какой интересной новости. Конфискация российских активов в пользу Украины, оказывается, создала бы опасный прецедент, и об этом заявил президент Швейцарии. Он отметил, что для таких мер в большинстве европейских стран отсутствует правовая база. Ну что ж, это своеобразный ответ Борису Джонсону на его слова «конфискуем, можете не сомневаться». Прецедент? Ну, несомненно. Отсутствует правовая база, так и да. Но почему опасно и кому опасно? Помните Марк Твена? Того, кто украл булку, посадят в тюрьму. А того, кто украл железную дорогу, сделают сенатором. Так вот, я совсем не призываю не наказывать того, кто крадет булки. Тем более, что булки кладут обычно у тех трудяг, которые в поте лица своего добывают свой хлеб. Но в стране, где крадут булки, наказывать надо прежде всего тех, кто управляет этой страной. Потом жителей тех стран, которые терпят рядом с собой голодных. Но уж потом того, кто крадет булки. И вот что делать с людьми, которые воруют целые страны, воруют будущее целых народов, воруют перспективу миллионов людей? Не создавать им опасных прецедентов? Пусть чувствуют себя защищенными только потому, что кому-то выгодно привлекать наворованные деньги к себе в страну и таким образом обеспечивать себе политическое будущее. Прецедент действительно опасный. Опасный, потому что сегодня стало технически возможным найти наворованное. Все прозрачно. Даже если клиент уходит в крипту или уводит активы в офшоры. Было бы желание. А желание это называется политической волей. И случай с Украиной как раз таки тот уникальный случай, который позволит безболезненно не просто отобрать все, что нажито непосильным трудом, но и создать систему, при которой с теми, у кого возникнет желание действовать по принципу «грабь награбленное», случится такая же неприятность, как и с их предшественниками. Кстати, это обеспечило бы эффективность восстановления той же Украины. Нет необходимости бороться с коррупцией, когда можно создать систему, при которой коррупция в принципе невозможна. Сегодня, когда человечество технологически уже научилось обеспечивать базовые потребности, сбои при этом бывают, они связаны с форс-мажором типа войн, стихийных бедствий и так далее. Запрос на справедливость становится главным запросом в мире. И поддержать такой запрос, я думаю, долг каждого порядочного гражданина. Кстати, Генпрокуратура Украины обратилась к Министерству юстиции Турции с просьбой провести расследование в отношении 3 судов, которые могут быть причастны к транспортировке зерна из Херсона. Об этом сообщает Reuters. Ну а Эрдоган, в свою очередь, заявил о намерениях активизировать контакты с Россией и Украиной по созданию зернового коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции с украинских портов. Хорошая новость из Канады. Канада стала первой страной, ратифицировавшей членство Финляндии и Швеции в НАТО. Вот еще одна новость. Это агентство ШОТ, такая есть. 2 машины с российскими пограничниками атаковали в Белгородской области со стороны Украины. Одну машину предположительно расстреляли из стрелкового оружия и гранатомета, на вторую сбросили взрывное устройство с беспилотника. Первое авто двигалось в 400 метрах от границы, когда по нему открыли огонь. Ну, 1 человек погиб. Во второй машине, по которой совершена была атака с квадрокоптера, находились 2. Они не пострадали. Про что это новость? Ну, может быть такое? Может быть, конечно, может быть. Но все чаще и чаще почему-то приходят вот такие новости, мол, на территории России Украина начала активные боевые действия. На самом деле имеет право, полное право имеет Украина начинать боевые действия на территории России, вот только вопрос в другом. Почему эти новости пошли именно сейчас? Не потому ли, что Россия делает все, чтобы сорвать поставки оружия? Перейдем к новостям Грузии. Экспертиза не обнаружила наркотиков в крови задержанного бизнесмена Галипа Астюрка. Об этом сообщает Новости Грузия. Личность Галипа Астюрка вообще окутана тайнами и предположениями, а его бизнес в Грузии последние несколько лет является постоянным предметом журналистских расследований. О Астюрке известно следующее. Он родился 1 января 1965 года
в многодетной семье в небольшом городе Айванжик на побережье Эгейского моря в Турции. Работать начал с 13 лет разносчиком в Чайхане Стамбула. Его первым бизнесом стала небольшая чайная на Стамбульском автовокзале. Но уже в 1992 году он создает компанию по пассажирским перевозкам «Метротуризм», известный автобусный метро. В 2005 году Астюрк учредил Федерацию водителей автобусов. К этому моменту, по сообщениям СМИ, он уже владел более 40 компаниями и управлял автовокзалом Большого Стамбула. В Турции против Астюрка несколько раз начиналось следствие по финансовым злоупотреблениям, и каждый раз его адвокаты добивались прекращения дела. В 2018 году турецкий суд приговорил Астюрка к пожизненному заключению по делу об убийстве, но он успел уехать в Грузию и получить здесь второе гражданство. По данным СМИ, по состоянию на 2020 год Астюрк инвестировал в Грузию $500 миллионов. О семейной жизни Астюрка вообще там ходят легенды. СМИ писали, что в Грузии со своей 24-летней женой за год он завел 20 детей с помощью суррогатных матерей, потратив на это гигантские деньги. Для ухода за всеми ними понадобилась помощь 16 нянь. Семья заявляла, что в их планах довести число детей до 105. Фига себе. Жена Астюрка в девичестве Кристина Гагаркина, она из России, познакомилась с будущим мужем во время отпуска в Батуми и осталась в Грузии. После рождения детей она завела блог в Инстаграме под названием «Батуми Мама», где делилась фотографиями и рассказами о семейной жизни. Вот такая интересная история. А тем временем на свободу вышел бывший мэр Батуми Георгий Ермаков, осужденный за растрату более $1 миллиона лари. Решение о досрочном освобождении его принял апелляционный суд. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили 5 июля в своем выступлении, то бишь вчера, в своем выступлении во время презентации инвестиционного проекта «Новая жизнь Золотуба» сообщил о плане развития города. Вообще мечта начала реализовывать инфраструктурные и социальные проекты. Раньше это делалось перед выборами, ну а сейчас... В общем, будем посмотреть. Дальше к новостям Азербайджана. Представители СОКАР, это госнефтекомпания Азербайджана, и Узбекнефтегаз договорились о расширении сотрудничества в нефтегазовой сфере и подписали соответствующую дорожную карту. Чертовски интересная на самом деле новость. Сейчас все спешат занять русскую нишу на газовом рынке, и узбеки явно не хотят отставать. Минобороны Азербайджана сообщила об открытии операционного центра по кибербезопасности Главного управления связи и информационных технологий, а также кибербезопасности оборонного ведомства. Интересная новость. Ильхам Алиев утвердил межправительственные документы с Израилем, Монголией и Индонезией. В Армении апелляционный суд на заседании 5 июля отменил решение суда первой инстанции, согласно которому Никола Пашинян должен был извиниться перед экс-председателем Конституционного суда Граером Тавмасяном. Говорят, что в январе 2020 года Граер Тавмасян, занимавший тогда должность председателя Конституционного суда, всячески предлагал ему, то есть Пашиняну, свои услуги, чтобы втереться в доверие. Подарил ему свою ручку. Пашинян наотрез отказался и отправил его в соответствующее место. Но об этом, кстати, говорит сам Пашинян. И министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправился с рабочим визитом в Испанию. На этом все на сегодня. Верим в ВСУ и слава Украине!